Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео мы с вами свяжем вот такую скатерть крючком. Скатерть связана мотивами, поэтому, конечно же, можно связать и прямоугольную, и квадратную скатерть, и также дорожку. Вязал я скатерть крючком 1,75 мм и вот такой пряжей из 100% мерсеризованного хлопка. В моем моточке 1000 метров и чуть больше 150 граммов. Связать, конечно, можно на любой размер стола. Мой стол 80 сантиметров на 120 сантиметров. И у меня здесь получается в ширину получилось 7 квадратов, вот так 5 квадратов на столе, и по одному квадрату с каждой стороны свисает. И здесь в ширину у меня получилось 9 квадратов, также один с этой стороны свисает и один с той стороны свисает. И 7 квадратов вот у меня по столешнице идет. На мою скатерть ушло вот этой белой пряжи примерно 1000 метров, и на квадраты где-то 3-3,5 тысячи метров пряжи. Но, конечно, расход пряжи зависит от вашей плотности вязания, крючка и пряжи. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, придерживаю, оборачиваю вокруг пальца нить и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем ее сюда. У нас здесь образуется вот такая петелька. И теперь мы крючком цепляем уже нить, которая идет от клубка. У нас вот так получилось 2 петли. Мы пальцем аккуратно придерживаем, а палец другой из кольца вытаскиваем аккуратно, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь мы уже эту нить протягиваем в нашу петлю и затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. И вот у нас получилось кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков без накида. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема и в кольцо провязываем 16 столбиков без накида. Вставляем крючок в кольцо, вытягиваем петлю, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 и так далее. Всего сейчас провяжу 16 столбиков и вернусь. Итак, провязали в кольцо 16 столбиков без накида. Сейчас вот этот хвостик, который у нас здесь болтается, мы за него аккуратно тянем и замыкаем все столбики вместе в кольцо. Аккуратно тянем, сильно не надо перетягивать. Все, вот мы вот так у нас уже здесь замыкается. Этого достаточно. Не надо закрывать вот это отверстие, чтобы оно вообще у нас было полностью закрыто. Вот так этого уже достаточно. Все, сейчас я этот кусочек нити бросаю туда назад, сверху рабочей нити. Вставляем крючок в первый столбик без накида и выполняем соединительную петлю. Все, вот так. И таким образом мы завершили первый ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же столбик, выполняем столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик. Провязали 2 столбика. Теперь пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушные петли. Вставляем крючок в последний столбик, который мы провязали, вот так в его вершину, и цепляя 1 петлю этого столбика. И выполняем соединительную. И у нас получилось вот такое пико. И теперь провязываем 2 столбика без накида в следующий и в следующий. Вот так у нас получилось 2 столбика, пико, 2 столбика. Теперь 3 воздушные петли арка. 1, 2, 3. И у нас раппорт повторяется. Выполняем 2 столбика, пико, 2 столбика. В следующий столбик у нас идет 1, в следующий 2, опять пико, 1, 2, 3, соединительная петля в вершину и захватываем 1 петлю последнего провязанного столбика и закрываем в соединительную пико.
И провязываем следующие 2 столбика без накида. 1 и 2. И теперь арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Все, довязываем таким образом ряд до конца. Итак, я подошел к завершению ряда. Я провязал последний раппорт. То есть у меня здесь 2 столбика пико, 2 столбика. Здесь у меня уже начало ряда. Получается, мне сейчас нужно выполнить последнюю арку из 3 воздушных петель. Но вместо 3 воздушных петель я выполняю накид на крючок. Вставляем крючок в самый первый столбик без накида и выполняем столбик с накидом. Все вот так. И таким образом, получается, мы выполнили последнюю арку и оказались в этой арке, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом. Еще 5 петель, как арка. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом сюда же, в эту же арку. Получается, мы в арку провязали столбик, 5 петель, столбик, столбики с накидом. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас раппорт повторяется. Вот это пико мы пропускаем и уже в следующую арку выполняем столбик с накидом. 5 петель. И столбик с накидом опять сюда же, в эту же арку. И 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть таким образом у нас провязывается 4 раза. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик, 5 петель, столбик, 5 воздушных петель, пико пропускаем. Здесь у меня уже начало ряда, то есть мы провязывали 3 петли как столбик с накидом, и мы соединяемся в этот первый столбик, то есть в третью петлю подъема. Вот здесь у нас 1, 2, 3, соединительной петлей. Все, то есть вот такой у нас уже получается квадратик. И таким образом мы завершили третий ряд. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как столбик с накидом, в этот же первый столбик. В арку выполняем 7 столбиков с накидом. Накид и в арку провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик с накидом в следующий столбик. Вот у нас столбик с накидом. То есть мы провязываем по столбику в столбике и 7 столбиков в арку. То есть всего у нас здесь получается 9 столбиков с накидом. Здесь выполняем 3 воздушные петли. И вот эта арка, которая над пико, столбик без накида. То есть здесь у нас идет 3 петли, столбик без накида. 1, 2, 3 петли. И у нас раппорт повторяется. Накид. В следующий столбик с накидом выполняем столбик с накидом. И в арку 7 столбиков. И сюда столбик с накидом. Здесь опять 3 петли, столбик без накида, 3 петли. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последние 3 петли, столбик без накида, 3 петли. И здесь в начале ряда соединяемся просто соединительной петлей в третью петлю подъема. То есть с первым столбиком. Теперь приступаем к пятому ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, как столбик с накидом в этот первый столбик с накидом. 1 воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик. В этом месте мы провязываем по столбику в каждый столбик, и между всеми столбиками 1 воздушная петля. Выполняем столбик с накидом, 1 петля, столбик с накидом, 1 петля.
Итак, провязали 9 столбиков с накидом по одной петле между ними. В этом месте выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. Вот это все дело здесь мы пропускаем, и у нас уже раппорт повторяется. Мы выполняем опять столбик с накидом и 1 петля между ними. Все, то есть вот такой у нас раппорт. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку из 3 петель и соединились, как обычно, в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. И если ваша работа немножечко начинает стягивать, вот как у меня, то есть видите, она немножечко у нас как бы поднимается в такую шапку. Ничего страшного, ничего у нас здесь не поднимается никуда. Если мы здесь все это дело растягиваем просто вот так слегка пальчиками, у нас все становится на свои места. И наша работа раскрывается и становится абсолютно ровная, поэтому мы не переживаем, вяжем дальше. Теперь приступаем к 6-му ряду, выполняем соединительную петлю в арку 1 воздушной петли. Соединительная. 3 воздушные петли подъема, как столбик с 1 накидом, и сюда же в эту же арку выполняем накид, столбик с 1 накидом, но не до конца. То есть мы вот так провязали только накид и до конца его не закрываем. Опять накид, еще 1 столбик сюда же. Вот так, не до конца. У нас получается 3 петли на крючке, и мы их вместе за один прием закрываем. То есть мы провязали в арку 1 петли 3 столбика с 1 накидом с общей вершиной. Теперь 2 воздушные. И в следующую арку то же самое. Накид. В следующую арку 1 петли. Столбик с накидом не до конца. Накид сразу опять. Столбик с накидом не до конца. И столбик с накидом не до конца. У нас получается 4 петли на крючке, вместе закрываем. Опять 2 воздушные. Опять в следующую арку 1 петли. 3 столбика с 1 накидом с общей вершиной. 4 петли провязываем вместе. И таким образом выполняем здесь вот эти все арки 1 воздушной петли. В них провязываем по 3 столбика с накидом с общей вершиной. У нас всего их получится 8 вот таких пышных столбиков. И по 2 петли между ними. Итак, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких групп столбиков по 3 с общей вершиной, по 2 петли между ними. А здесь, в этом месте, мы также выполняем, как и в предыдущем ряду. 1, 2, 3 воздушные, и у нас раппорт повторяется. В следующую арку 1 петли у нас уже идет опять 3 столбика с 1 накидом с общей вершиной. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца, и вместо последней арки 3 петель мы выполняем 1 воздушная петля, накид, и в вершину наших вот этих первых столбиков мы провязываем столбик с накидом. Вот так. Таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 7-му ряду. Выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Как столбик с 2 накидами. Еще 3 петли, как арка. 1, 2, 3. 2 накида на крючок, и сюда же в эту же арку выполняем столбик с 2 накидами. Получается, мы в эту арку провязали столбик, 3 петли, столбик. Только столбики с 2 накидами. В этом месте 3 воздушные после столбиков. 1, 2, 3. И здесь мы вяжем то же самое, как в предыдущем ряду, только вот в арке между
вот этими нашими группами столбиков. И у нас их получится в этом ряду 7. Опять накид. И в арку 2 петель провязываем 3 столбика с накидом, с общей вершиной. 4 петли вместе, 2 воздушные, в следующую арку 3 столбика с общей вершиной. Две воздушные. Итак, провязываем здесь все вот это место. Здесь вот, как видите, у нас заворачивается в этом месте немножко, пусть заворачивается дальше, у нас все будет ровно потом. Итак, провязали здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в этом месте у нас раппорт повторяется, мы выполняем 3 воздушные петли. И в арку выполняем столбик с 2 накидами. 3 петли. Столбик с 2 накидами. Опять сюда же, в эту же арку. Столбик, 3 петли, столбик провязали. Опять 3 воздушные. И у нас раппорт повторяется. Мы уже здесь вяжем вот эти наши столбики. Все, то есть здесь у нас вот так везде по 3 петли. А здесь по 2. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли и соединяемся в 4-ю петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Соединительной петлей просто. Вот такая у нас получается кривая тряпочка. Ничего она у нас не кривая. Мы ее кладем на ровную поверхность, распрямляем пальчиками, и все у нас становится на свои места. Все, таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 8-му ряду, выполняем 4 воздушные петли подъема, как столбик с 2 накидами. Столбик с 2 накидами, опять сюда же, в этот же столбик. То есть провязали 2 столбика с 2 накидами. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И в арку выполняем столбик, 1 петля, столбик. Столбики с 2 накидами также. Столбик, 1 петля, столбик. Две воздушные. И в следующий столбик выполняем 2 столбика. Два столбика с 2 накидами. Все, то есть в этом месте у нас вот так получается. По 2 столбика и 2 петли. А здесь столбик, петля, столбик. В этих местах у нас также остается 3 петли, как и в предыдущем ряду. 1, 2, 3. И здесь сейчас провязываем 3 подряд столбиков, вот эти пышные. 1, 2 и 3. И между ними также по 2 петли. Провязываем первая группа столбиков с общей вершиной. Первая, 2 петли. Вторая. Две петли. И третья.
Провязали 3. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь уже вяжем в зеркальном отображении. В следующую у нас идут вот так 3 группы. Выполняем 3 столбика с общей вершиной. 2 воздушные. Вторая группа, 2 воздушные. И здесь уже третья группа столбиков. Все. Здесь у нас 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас раппорт повторяется. В следующий столбик с 2 накидами у нас уже идет 2 столбика с 2 накидами. Затем у нас 2 воздушные, столбик, петля, столбик. И таким образом, вот здесь у нас вот так расходятся в стороны, получается, вот так по 3 и 5 петель между ними. Вяжем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 петель и соединились с первым столбиком, то есть в 4-ю петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 9-му ряду, выполняем 4 воздушные петли подъема. Как первый столбик с 2 накидами и столбик с 2 накидами сюда же, опять в этот же столбик, то есть выполнили прибавку. 2 столбика. В следующий столбик вяжем 1 столбик. То есть если в предыдущем ряду в этом месте у нас было 2 столбика, в этом ряду 3 столбика. Здесь 3 воздушные. Столбик с 2 накидами в следующий столбик. Одна воздушная. В арку одной воздушной вяжем столбик, 1 петля, столбик. Столбик, 1 петля, столбик. Столбики с 2 накидами. 1 воздушная. Столбик с 2 накидами в следующий столбик. Все, то есть здесь посередине у нас 4 столбика получилось. Теперь у нас 3 воздушные. И здесь выполняем сперва 1 столбик с 2 накидами. И затем 2 столбика. Первый и второй. Все. То есть здесь у нас вот так получается. Затем у нас 3 воздушные петли. Здесь провязываем 2 группы столбиков и по 2 петли между ними также. Столбики с 1 накидом с общей вершиной. Две воздушные. В этом месте 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в эту арку из 5 воздушных петель выполняем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь выполняем 2 группы столбиков. Столбики с общей вершиной, с 1 накидом. И 2 петли. Все. Теперь у нас 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас раппорт повторяется. Идет 3 столбика. Здесь у нас сперва прибавка, 1 столбик. Здесь наоборот. 1 столбик, прибавка с другой стороны. И посередине у нас 4 столбика получается. Провязали ряд до конца и также соединились в 4-ю петлю подъема соединительной петлей.
Теперь приступаем к 10 ряду, выполняем так же, как и в предыдущем ряду. 2 столбика в этот первый столбик. 4 петли подъема, как первый столбик с 2 накидами. И столбик с 2 накидами сюда же, в этот же столбик. Следующие 2 столбика просто выполняем по одному. То есть у нас здесь уже получилось 4 столбика с 2 накидами. Две воздушные петли. Раньше мы 3 здесь выполняли. 2 воздушные. Выполняем столбик с 2 накидами в следующий столбик. Две воздушные. Столбик в следующий столбик. Две воздушные. Вот в эту арку, которая у нас прям посередине находится, мы в нее вяжем также столбик, 2 петли, столбик. Столбик с 2 накидами. 2 петли, столбик с 2 накидами. Две воздушные. Столбик в столбик. Две воздушные, столбик в столбик. Все. Далее у нас опять 2 воздушные. И вяжем 2 столбика по одному. Первый и второй. А в крайне выполняем прибавку 2 столбика. Первый и второй. Все, объясняю еще раз. То есть здесь у нас идут прибавка 2 столбика. Здесь в зеркальном отображении 2 столбика прибавка. Здесь везде по 2 петли. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с 2 накидами и везде по 2 петли. То есть мы вяжем столбик в столбик, столбик в столбик. У нас получается 4 столбика. И в арку посередине столбик, столбик также. То есть всего 6 столбиков здесь по 2 петли. Все в этом месте у нас также, как мы раньше вязали, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И здесь провязываем 3 столбика с общей вершиной, 3 столбика с 1 накидом с общей вершиной, 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую арку, 5 воздушных, столбик без накида в следующую арку, 5 воздушных. И здесь выполняем 3 столбика с общей вершиной. Три воздушные. И у нас раппорт повторяется, идет 2 столбика, то есть прибавка, и 2 столбика по одному. Провязали ряд до конца и соединились в 4-ю петлю подъема соединительной петлей. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом «Вяжу с Дуду». А с вами был я, Эд. До скорого!